Здравствуйте, друзья! У нас расклад на ситуацию. На вашу ситуацию, в которой вы находитесь сейчас. Это может быть любая ситуация. Это может быть работа, ваши какие-то планы, дела, отношения. Любая ситуация, которая вас сейчас тревожит. Давайте посмотрим, какие препятствия есть, что вам нужно будет предпринять, и получим совет. Так, сейчас я разложу. Не знаю, сколько у меня будет вариантов. Подумайте пока про вашу ситуацию. Если есть какой-то сложный вопрос у вас, с чем бы он ни был бы связан, давайте посмотрим, как вам его преодолеть. Так, первый вариант. Второй вариант. Третий вариант. Ну и четвертый вариант. Да, у нас будет 4 варианта. Выбирайте вашу позицию. 1, 2, 3, 4. Хорошо, если вам нужно больше времени, остановите видео, выберите, не спешите. Давайте посмотрим первую ситуацию. Королева воздуха. Ну, сама ситуация королевы воздуха. Может быть, какие-то ограничения, стеснения, зависимость от кого-то, от чего-то. Это есть желание от чего-то освободиться. Может быть, для этого вам нужно будет принять важное решение или, может быть, посоветоваться вот с такой дамой. Это может быть юрист, врач-хирург, может быть, женщина, которая обладает властью, может быть, преподаватель для кого-то. Так, хорошо. Препятствия. С чем вы тут столкнулись? Король мечей. Потрясающе. Препятствие в виде короля мечей. Король мечей — это может быть человек, представитель воздушной стихии, или может быть это власти, ограничения, какая-то зависимость. Может быть, здесь вопросы каких-то споров, конфликтов. Так, что вам нужно предпринять? Ну, здесь может быть, конечно, и в отношениях какая-то ситуация. Шестерка огня. Что вам нужно предпринять? Ну, шестерка говорит, что вы одержите победу в этой ситуации. То ли победу над каким-то человеком. Может быть, сами отсечете кого-то от себя. Или, может быть, при помощи какой-то дамы, как я уже и сказала. Так, а совет-то вам какой? Король земли. Ну, если у женщины здесь есть выбор между двух королей, то вы выйдете победителем из этой ситуации. Но по королеве мечей действуйте трезво, не попадайте под эмоции. Вот как я и сказала, отсекайте того человека, который вам больше не нужен. Если у мужчин здесь какое-то или соперничество, или в вашей жизни появился недоброжелатель, то у вас тоже получится преодолеть то ли при помощи какой-то дамы, то ли вот дама-то может быть кто-то близкий, или это какой-то специалист. Да, здесь вот 3 человека. Здесь какой-то личностный конфликт у вас или выбор. Да. Хорошо, второй вариант. Ваша ситуация. Паш воды. Это может быть новая любовь. Может быть, вопросы, связанные с детьми. Также это может быть ситуация, вы хотите с кем-то помириться, если вы были в ссоре. Может быть, здесь кто-то раздумывает над каким-то проектом, который вы хотите воплотить в жизнь. Но по пажу что-то еще надо продумать или пока нет возможности это реализовать. Может быть, это получение каких-то новостей, причем хороших. Ну, давайте посмотрим препятствия у вас в этой ситуации, с чем они связаны. Шестерка воздуха. Ну тут, чтобы вот это реализовать, тут нужно куда-то перемещаться. То ли здесь придется куда-то уезжать,
то ли менять что-то. Ну, например, вам поступает предложение о новой работе, но это надо куда-то уезжать или менять вообще сферу деятельности. И вы тут раздумываете. Если это, например, новое любое знакомство, то это, скорее всего, через интернет, то есть нужно будет также перемещаться. У кого-то может быть ситуация, связанная с ребенком, но тоже тут какие-то перемены. У кого-то может быть зачатие, у кого-то приглашение какой-то поездки. Так, а что вам нужно предпринять в этой ситуации? Давайте посмотрим. Ой, ну тут ехать надо. Да, тут надо или ехать, или лететь на самолете, двигаться вперед к своей цели. Вообще восьмерка — это карта очень быстрого развития, это получение каких-то документов, новостей. Это вот когда что-то не двигалось, если это какой-то ваш проект, карта говорит: приступайте, да, вкладывайте туда свои энергии, силы, вас ждет успех. Давайте совет для вас получим. Ну, здесь какие-то движения вперед. Совет. Вестник воды — это у нас паж перешел в рыцаря. Да, у кого-то здесь предложение руки и сердца, у кого-то известие о беременности, а у кого-то дорога. То ли вы получаете новости, что к вам кто-то приезжает, то ли вам нужно будет отправляться в дорогу. Но это что-то для вас очень приятное. Вообще у нас рыцарь кубков отвечает за любовь, романтику, реализацию творческих замыслов и какие-то приятные новости. Но я думаю, что больше здесь какие-то перемещения у вас. Так, хорошо. Третья ситуация. Для троечек. Ну, тут шут. Здесь тоже какое-то обновление. Да, это может быть начать жизнь с чистого листа. Это может быть куда-то переехать. Это может быть путешествие или вообще эмиграция. Также это может быть обучение или начать какую-то деятельность. Но, скорее всего, у вас здесь еще мало опыта и умения. Может быть, это испытательный срок на работе. Или, может быть, это стать кому-то под руку. То есть шут говорит, что у вас происходит обновление. Может быть, это для кого-то новые отношения. Еще это карта риска. Так, какие препятствия у вас здесь? Мы сейчас посмотрим, чего это касается. Препятствие первосвященника. Это у нас иерофант. Я говорю, здесь у кого-то предложение уехать в другую страну. А препятствия могут быть в том, что вы не знаете язык и знаний мало, да. Иерофант — это стоять на карьерном распутье, но вы понимаете, для того, чтобы вы получили или хорошую работу, или заняли хорошую должность, вам нужно получать новые знания. Может быть, у вас в какой-то сфере они есть, а что-то здесь появилась какая-то возможность, но в той сфере нужно еще учиться. Может быть, у кого-то здесь перспектива новой работы, но с условием того, что вы, например, поступите получать там высшее образование. Тогда у вас там появятся хорошие перспективы. Но здесь или новая должность в какой-то крупной компании, но здесь есть свои устои. Или это что-то связано с IT-технологиями, или здесь иностранная компания. Ну или знакомство с человеком из другой страны. В этом и препятствие. Или мало знаний, или отсутствие знаний языка, или человек другой веры, другого языка, другой страны. Так, а что вам нужно предпринять? Выбор сделать. Двойка огня, да, у нас двойка жезлов. Это нерешительность, сомнения, колебания. А это еще ожидание приглашения. Вот когда человек стоит, держит земной шар в руках, да, он ждет какого-то приглашения. То ли карта говорит предпринять, дождаться этого приглашения, если это, например, по работе куда-то уехать, или все-таки решиться на эти перемены. И совет для вас. Отшельник. Ну, если вы в новых отношениях сейчас познакомились с человеком с другой стороны и сомневаетесь, продолжать, не продолжать, здесь карта говорит, нужно выходить из отшельничества.
Может быть, уже этот период затянулся. В этом и у вас сомнения. Потому что, как правило, когда приходит отшельник, он говорит, что вас ждут, даже не ждут, у вас грядут перемены. Большие, маленькие, важные, незначительные, но они обязательно происходят. И вам вот пришло время сейчас отстраниться от повседневной суеты, поскольку она вам мешает сконцентрироваться на собственной душе. То есть вам нужно для того, чтобы решиться вот на эти перемены, в первую очередь искать ответы внутри себя. Старайтесь, чтобы вам никто не мешал. Может быть, даже займитесь какими-то медитациями, чтобы восстановить вот этот душевный покой, и тогда решение придет само по себе. Хорошо. Четвертый вариант. О, туз мечей у нас тут. Туз воздуха. Здесь вам нужно принять какое-то решение. То есть ситуация заставляет вас то ли что-то отрубить, то ли с кем-то составить разговор. Тут может быть все что угодно, туз мечей. То есть мы при помощи этого меча находим выход из какой-то сложной ситуации. Но иногда, да, для того, чтобы это решение к нам пришло, может быть, нужно сделать кому-то больно. Так, ну я говорю, здесь может быть все что угодно и касаться отношений. Давайте мы посмотрим препятствия, в виде чего. Правосудие. Да, ну может быть для кого-то это желание, нежелание, даже ситуация заставляет вас, например, вступить в брак или наоборот подать на развод. То есть это какие-то, может быть, судебные дела. Еще это может быть какие-то сделки, подписание договоров, контрактов. Может быть, как препятствие суд говорит, что вы не хотите как-то это оглашать или проходить вот эти судебные дрязги. Конечно, туз мечей всегда говорит, нужно договориться. Может быть, это что-то связано там с наследством. Не смогли вы решить этот вопрос, как бы вот над какой-то ситуацией навис вот этот дамоклов меч. Может быть, вы, наоборот, как препятствие правосудия, никак не можете выйти с каких-то судебных дел, уже хочется вам получить решение, да, и освободиться от этой ситуации. Так что тогда давайте посмотрим, что вам нужно предпринять. Да, семерка воздуха. Ну, в первую очередь, может быть, это продумать стратегию, план. Также есть какая-то ситуация, может быть, кармическая. Вам нужно вот во что-то внести ясность. Иногда семерка говорит пойти на обман, но это может быть ложь во спасение, чтобы выпутаться из какой-то сложной ситуации. Может быть, во благо кого-то даже обмануть. Но, может быть, вот так вас обстоятельства заставляют, по-другому не получается. Или реально вы столкнулись с какой-то ложью, обманом, предательством, то вот тогда сами этот вопрос вы, скорее всего, решить не сможете. Вот вам тогда и говорят, подавайте в суд. Если вы видите, что, например, люди там увиливают от ответственности, действуют как-то нечестно с вами, вот этот туз — это желание что-то отсечь, как я сказала. Но, скорее всего, вам придется все-таки пройти через судебные разбирательства. Ну и совет давайте вам посмотрим. Тройка воздуха. Ну, придется вам что-то отсечь. Каких-то предателей, изменников. Может быть, подать на развод. Так, паш жезл. Там, может быть, вы узнали, например, об изменах. Там, ну, как вариант. Здесь это может касаться, конечно, и работы. Может быть, вас на работе обманули. Там приняли на работу, что-то пообещали. И вы понимаете, что вас обманывают. Вот здесь опять карта. Или там вас незаконно подсидели, уволили. Опять карта говорит, да, подавайте в суд. Вот все равно пройдете вы через какие-то... Что у нас делает туз мечей? Он что-то отсекает. Я говорю, это или больно сделать себе, вот кого-то отсечь из своего сердца, или сделать больно кому-то. Ну, это карта говорит, что потом это все приведет к исцелению. А сначала, конечно, нам больно. Вот такие у нас получились 4 расклада. Я благодарю вас за просмотр. Всего хорошего.